Привет, зритель! Как ваши дела? Вот лежу и выбираю, какую историю бы вам поведать. Может, подойдет вот это? В моем детстве? Да, это я, только больше, чем 30 лет назад. И не говорите, вон как вытянулся, и не узнать. Итак, в моем детстве, когда прекрасные и бесконечные дни летних каникул сходили на нет и наступал невыносимо нудный, хотя стоит признать, что при этом совершенно не отвратительный учебный год, мне еще к тому же приходилось посещать занятия, развивающие во мне физическую культуру. В разное время это были бассейн, ушу и даже танцы. Эта история как раз и вертится вокруг древнего китайского единоборства. Несомненную пользу, конечно же, оказали не сами тренировки. Там я отчаянно симулировал процесс, а эти поездки, их атмосфера. В ДК на секцию я добирался сам. Ровно час бурно изображал из себя шаолиньского монаха, а когда выходил из зала, папа уже ожидал меня в фойе Дома культуры. Вон он расположился с книгой в кресле. Каждую неделю, вторники и четверги, небо плачет дождем, и снова вторники и четверги. И вот уже оно осыпает округу пеплом снежинок. Так, где остановка-то? По-моему, надо пройти еще немного. Да, вон туда, направо. Стоим, ждем. Еще немного. Ага, вот и он. Наконец-то. Этот трамвай тоже идет в нашу сторону, но у него конечная не доезжает 4 остановки до нашего дома. Так что придется пересаживаться. Лучше подождать следующего. А вот и наш подъехал. Так, заходим. Обязательно надо прокомпостировать талончик. И вот мы уже едем в грохочущем промерзшем вагоне. Всю дорогу мы болтали, уже даже не вспомню о чем. И я смотрел на проплывающие мимо излучающий теплый свет окна. Там за стеклами скрывались тысячи миров, вращающихся вокруг сотен абажуров, люстр, лампочек. Теплых и уютных, уникальных и неведомых. Чужих и от этого недостижимых. Тогда не думалось, что я непременно вырасту. Еще немного, и все эти поездки неотвратимо отправятся в небытие. Когда папы не стало, я никогда не жалел, что не попрощался с ним каким-то особенным образом. Все произошло совершенно быстро и обыденно. Будто придавило плитой. И нет, здесь нет никакого незавершенного Шварцкопфа, то есть гештальта. Все от того, что мы продолжаем периодически болтать в моей голове. Ведь место встречи изменить нельзя. Ну и потом я точно знаю, что рано или поздно тоже закончусь. А там, в бесконечном небытии, и подавно нет места подобным мелочам. Сейчас, спустя, по ощущениям, прошло 1000 лет. Кажется, что его просто сдуло из моей жизни, как осенний лист. Жестоко и необратимо в своей простоте и ненавязчивости. И нет, время не лечит. Время просто грубо и беззастенчиво затягивает порез, оставляя под уродливой рубцовой тканью гниющий абсцесс. Между меняющихся пестрых картинок современной жизни нет, да и промелькнет мысль. Мне так не хватает трамваев. Thank you.